Приветствую, студенты! Мы продолжаем экскурс в мир классов АИР, и сегодня на очереди военачальник, сочетающий в себе контроль, мощную выживаемость и некоторое количество урона. Честно говоря, когда я переводил умения класса, у меня создалось четкое ощущение того, что английский перевод из корейского был получен Google Translate, если не вообще промптом, и описание или название многих умений вызвали у меня изумление и попытки пробить лоб ладонью. Так что, если вдруг вам что-то покажется дичью, не удивляйтесь, вам не кажется. Как обычно, некоторые умения повторяются в обеих стойках, так что останавливаться на них я буду только один раз и не повторять это в будущем. Ну да хватит разговоров и поехали. Берсеркер. Весь входящий урон повышается на 10%, весь наносимый урон также повышается на 10%. Разрушительный поезд. Сила атаки молотом увеличена на 10%. Связанные умения: цена судьи, тренировка, раковая непрерывная атака. Боевой дух. Каждая атака увеличивает повреждения по врагу на 1%. Этот эффект длится 20 секунд и может суммироваться до 10 раз. Тактический навык. Откат умений уменьшен на 10%. Связанные умения: электронагрев, прорыв, защитник, тренировка. Изнашивание. При получении критического удара в следующие 5 секунд весь входящий урон меньше на 30%. Икки. Во время действия провокации получаемый урон уменьшен на 10%. Неприступный. Уменьшает время восстановления всех умений стойки щита на 1 секунду. Злоба. Наложение эффектов контроля вызывает ответный удар в 15% от силы атаки оружия. Способность имеет внутренний кулдаун в 10 секунд. Цена шторма. Быстрые махи молотом, наносящие 40% от силы атаки оружия в виде только физического урона. Попадание восстанавливает 15% воли. Возбуждение навыка. Быстро вращает молотом, нанося 50% от силы атаки оружия только в виде физического урона. Каждое попадание восстанавливает 15% воли. Волна Сонгу. Взмах молотом, наносящий цели 50% от силы атаки оружия и 100% в виде физического урона. Накладывает эффект рана. Эффект рана на 10 секунд снижает все входящее лечение на 50%. Электронагрев. Отскакивает назад на 5 метров, чтобы избежать боя. По движении атакует врагов. Использование умения помогает увернуться от атак. Прорыв. Быстрый рывок к цели с нанесением 40% от силы атаки оружия в виде физического урона. Накладывает эффект обездвиживания на 1 секунду. Блиц. Вращение вокруг своей оси, наносящее 3 удара по 120% от силы атаки оружия. Сокрушение. Наносит цели 60% от силы атаки оружия и накладывает эффект сокрушения в течение 2 секунд, снижающий силу атаки на 20%, что может суммироваться до 3 раз. Кровавый угар. Восстанавливает 15% от максимального запаса здоровья, требуя при этом 80 единиц воли. Масляная добавка. Кидает молот в цель, нанося 50% от силы атаки оружия в виде физического урона. Накладывает эффект молчания на 4 секунды. Этот эффект не действует на мировых боссов. Цена судьи. Наносит удар сверхчеловеческой силы в 400% от силы атаки оружия, 30% которого будут нанесены в виде физического урона. Проводник повышения. Повышает мораль союзников, увеличивая силу атаки оружия на 20% на 10 секунд для всей группы. Краткий курс. Персонаж взлетает в воздух и падает вниз, вызывая волну, наносящую 160% от силы атаки.
Накладывает эффект обморока на 2 секунды. Следует отметить, что для данного умения необходимо уточнить область применения. Защитное движение. Удар ногой по земле, наносящий окружающим врагам 50% от силы атаки оружия только в виде физическим уроном. Стягивает противников к применившему. Продолжительная раковая атака. Удар по земле, наносящий 80% от силы атаки оружия и подбрасывающий врагов в воздух, накладывающий эффект землетрясения, который на 10 секунд увеличивает входящий урон на 10%. Опустошение. Ультимативное умение. Во время боя воля будет восстанавливаться в размере 0,7% в секунду, а само умение вызовет гигантского голема, который будет атаковать врагов в радиусе 6 метров в течение 6 секунд, нанося 600% от силы атаки вашего оружия. Накладывает также эффект стягивания. Подъем щита. Бьет противника щитом, нанося 80% от силы атаки оружия, накладывая эффект удар щитом. В течение 5 секунд возможно применить вторую часть умения, наносящую противнику 100% от силы атаки вашего оружия. Эффект удар щитом на 10 секунд снижает скорость передвижения противника на целых 70%. Щит. Принимает оборонительную позицию, становясь иммунным к большинству отрицательных эффектов. Каждое удачное блокирование будет восстанавливать 80% воли. Возврат удара. Вызывает разрушительные волны от щита, наносящие 150% от силы атаки оружия в течение 3 секунд и накладывая эффект обморока. Перегрузка щита. Удар щитом по земле, наносящий 300% от силы атаки оружия. После этого в течение 5 секунд возможно применить удар щитом 2 раза и контратаку щитом. Цепь. Притягивает врага цепью, нанося 30% от силы атаки оружия. Провокация. Провоцирует врагов вокруг на атаку на 6 секунд, уменьшая при этом их скорость атаки на 15%. Раскол брони. Наносит 50% от силы атаки оружия, накладывает эффект раскол брони, который на 20 секунд увеличивает входящие повреждения на 7%. Этот эффект может суммироваться до 3 раз. Проводник прикрытия. Создает барьер, уменьшающий входящие повреждения на 50% на 5 секунд для всех состоящих в группе. Броненосец. Ультимативное умение. На 10 секунд весь входящий урон уменьшается на 10%, а сам персонаж приобретает иммунитет ко всем отрицательным эффектам контроля. Как видите, класс военачальника имеет немало контроля и дебафов на увеличение входящего урона. Таким образом, из обычного танка, созданного только для того, чтобы впитывать урон, он превращается в настоящую головную боль врагов, снижая их защиту и скорость передвижения. Военачальник не очень мобилен, но ворваться в бой или быстро выйти из него все еще способен, что вкупе с правильно использованной провокацией или цепью может решить исход драки, едва она успела начаться. Ну вот и все, студенты. Если вам было интересно, ставьте лайк, а в комментариях пишите, о каких аспектах игры вы хотели бы узнать в следующий раз. Ну, в следующий раз мы снова будем рассматривать какой-нибудь класс, но ваши пожелания я обязательно учту. А с вами был Мантис, всем удачи и до новых встреч в небесах Аир.